Вот абсолютно уверен в этом, что мы в бесконечности находимся. Я прям чувствую, что мы переходим из одного состояния в другое, но дальше еще какая-то трансформация происходит нашей души. Но вот это в тебе, когда ты говоришь, я понимаю, что это вот как раз-таки, возможно, и доказательство того, что в тебе много опыта и, возможно, ни одного Прохора Шаляпина. Интересно, конечно, что вот мы все странники, путешественники в этом мире пришли сюда, да, в гости, посмотрели. Я вот тебя сижу, анализирую. Ты говоришь, я не реагирую на негатив. Это высокая степень осознанности. 50-70 лет, но все будем в могилах. О чем вы вообще разговариваете? На что мы тратим время? Ну, знаешь, как говорят, покажи на себя пальцем, и люди показывают сюда. Никто не показывает вот так. Типа, где ты? В целом, я сторонник того, что все равно за каждым из нас есть божественное начало. Прохор, приветствую вас. Приветствую, Петр. Ну, я думаю, что мы можем на «ты». Хорошо, хорошо. Я сразу хочу сказать... Моложе меня, я думаю. Да. Ну, выгляжу не факт, что моложе, чем ты. Ну, выглядишь хорошо, но девушка вообще молодая. Жена моя, да. У нас... Жена. Совсем молоденькая. Помладше меня, у нас 9 лет разница. Да, нормально. У меня, как я сказал за кадром, была мечта с вами поговорить. Я знаю, вы про меня ничего не знаете, я коротко вам расскажу просто для контекста. У меня был очень плохой образ жизни раньше, я прям выглядел плохо, 115 килограмм весил, пил, курил, и с помощью саморазвития, там, правильного питания себя смог изменить, стал известным, ну, довольно много подписчиков, около 2 миллионов по всем соцсетям. И я обожаю общаться с людьми, которые в этой жизни что-то поняли. И раньше я общался в основном с людьми, там, ну, кто там, про духовное что-то, там, коучи и тому подобное. Но потом я думаю, мне нужны люди, которые не просто говорят, да, там, о духовности, о том, что как правильно жить, о позитиве, а мне нужны люди с практикой. И я, когда смотрел на тебя, Прохор, у меня душа пела от того, что этот человек понял мир. Я не... Нет, Спасибо, нет, ты понял, потому что твоя сила позитива, вот мы даже сейчас сидим, да, улыбка, вот это все, она прям, ну, хочется назад откинуться. Ну, такая жара сейчас на улице. Я добрался до вас уже, рад, что инсульт не разбил. Поэтому... 40 градусов жары, духотища, люди мрут горстями. Чего-то не радоваться-то жизни. Да, ну я сам с Краснодаром, я уже привык к такой жаре. Не, Москва не привыкла, здесь тяжелее переносится. И я хочу сегодня у тебя поучиться. Вот я честно говорю, вот я прям хочу... У меня обычно как, я когда встречаю какого-нибудь человека, там, который известен или зарабатывает много, я сажусь с ним в ресторан, без камер, там, без ничего, я говорю, можно я тебе позадаю вопросы, и я хочу просто понять, как ты человек на другом уровне, как ты живешь. Вот я сейчас, честно, вот камеры, не камеры, неважно, я бы вот была возможность, так бы пообщался. У меня здесь есть вопросы, и я буду очень рад, если ты сегодня научишь меня... Я вряд ли чему... Вообще, если так философски смотреть на жизнь, мы все друг другу в чем-то учителя. Да. Но я не знаю, я себя не считаю гуру, у меня нет никаких курсов, я ни к чему не призываю, просто вот что на ум приходит, то и говорю. А вот это и самое главное, когда нету курсов и когда не гуру, это же то, что и цепляет. Вот я же вижу, что ты живешь счастливо, то, что ты улыбаешься, то, что ты даешь позитив. Я хочу также научиться, я еще и пережил огромную депрессию, очень тяжелую, и я учился заново мыслить позитивно, заново жить, я понимаю, насколько людям тяжело это. Я хочу, чтобы мы еще пользу принесли сегодня, чтобы мы вот прям... Не знаю, вот на твоем примере я как-то поведу, чтобы люди посмотрели это и научились более счастливее жить. И начнем мы вот с такого, уже сразу с грузного такого вопроса, с грузного в плане, я недавно делал такой вопрос, к людям подходил на улице и спрашивал, в чем смысл жизни, у людей шайба отлетала, они не понимали, они впервые в жизни об этом подумали. Вот что, на твой скромный взгляд, смысл жизни, в чем он? Ой, я не знаю, тут вопрос очень такой глубокий, и в каждом состоянии мы отвечаем на него по-разному, наверное, да, то есть одно дело ночью, когда ты задумываешься, а другое дело днем, когда солнечный день, ты идешь по Садовому кольцу. Смысл жизни. Если так коротко, то смысл жизни просто как можно дольше и интересно, насыщенно ее прожить, эту жизнь, потому что мы... так устроено, мироздание так построило перед нами, да, действительность, что мы не знаем, что там за пределами нашей жизни. Вот. Я просто могу предполагать, что, естественно, мы в бесконечности в какой-то находимся, непостижимой нашему разуму. И, соответственно, то, что нам здесь отведено, ну, конечно, хочется ближе к свету, ближе к радости, к каким-то удовольствиям в жизни, поменьше работать, подольше, послаще спать, крепко, радоваться жизни. Вот, окружать себя людьми, выбирать тех, кто, в общем-то, нас искренне любит, и кого любим мы желательно. Это очень редко бывает, но бывает все-таки. Когда любить того, кто любит и тебя в ответ?
Да, это очень редко бывает. Это 99% люди в парах, я наблюдаю, что там происходит перекос. Один Мгм. любит, другой позволяет. Мгм. Вот. Ну, как бы тоже любит, но не так сильно. Поэтому я это вижу. И, к сожалению, ну, такова природа. Бывает, что вообще там браки даже бывает, что там один любит, другая не любит, или наоборот, это не важно. Тут, в общем-то, я разные видел версии. Единственное, что, ну, если людям хорошо вместе, наверное, просто я лично очень эмпатичный человек, я чувствительный, я могу на взгляд обидеться. Ух ты. Бывает такое, да. Поэтому я стараюсь пропагандировать вот любовь к себе, ставить и себя на первый план, чтобы вот ни о чем не жалеть потом. Мгм. Никогда. Как думаешь, почему людям так тяжело поставить себя на первое место? Ведь они думают, что тогда они эгоисты. То есть вот я в чем Ну, восхищаюсь, да. что вот я люблю себя, мне все равно, я живу так, и я хочу. И когда человек хочет так же жить, как ты, а это не значит там деньги или там слава, это просто даже позволить себе пойти, куда ты хочешь, любить того, кого ты хочешь. Почему, как ты думаешь, людям так сложно ставить себя на первое место, не испытывая стыда? Ну, наверное, это такие вот многовековые традиции, устои у нас еще советские годы нашего, так скажем, бытия в России, во всяком случае. Нас воспитывали, нужно любить вот что-то, кого-то. Вот. И я на последнее место должен себя ставить. Это, конечно, в корне неправильно, потому что это не в природе человека. Мы все равно, каждый из нас в той или иной степени думает о себе. Просто некоторые это не хотят признавать. Дети, у которых любят родители, надеются на то, что они вырастят и оценят это, и будут защищать их старость. А мы видим, что этого не происходит порой. Вырастают потребители, абсолютные дети. И спасибо, не то что спасибо, а ждут уже, пока освободятся квартиры, которые родители нажили. Поэтому, ну, все-таки я считаю, что здоровый эгоизм, то есть тот, который не нарушает ваших границ, вот вы же имеете право любить себя, правильно? Ведь это не нарушает моих границ, и наоборот, почему мы должны стесняться этого? Я не знаю, но действительно я согласен, что в нашу ментальность вкладывают стеснение. Я просто об этом говорю, потому что я приехал не золотой ложкой во рту в 15 лет в Москву, сам прошибал эти стены, закрытые двери. Вот. У меня не было вообще никакой опоры. И как-то вот то, что появилось в моей жизни, оно появилось благодаря моим усилиям. И, соответственно, я чувствую, что я никому ничего не должен. Вот. И когда мне пытаются навязать, что я все-таки что-то должен, вот, ну, я должен ровно столько, сколько мне дает окружающая действительность. Потому что все равно мы же существуем в социуме, мы вынуждены соблюдать определенные законы. Ну, я с большинством законов согласен, да, мироздание, так общие какие-то, да, не убей, не укради, не обижай, там вот это. И, в общем-то, но в целом, когда человек себя жертвует, нет ничего страшнее, когда он, особенно в конце жизни, видит, что его просто использовали. Что жертва была напрасна, по Что сути, жертва никому не была нужна. напрасна, и ее никто не оценил. Мгм. Восприняли как само собой, и все. И человеку умирать, а он чувствует пустоту. А мне хочется вот, так скажем, если я, дай бог, доживу до каких-то преклонных лет, и понимать буду, что мне уже там остается все меньше и меньше времени, вот прям вот радоваться и вот так ручки-то потирать, что я всех сделал, что я взломал систему, что я надурил, вот вам всем, все, до свидос. Прохор, а это, вот это... Я не могу, столько позитива. Да, ну не так, чтобы я философствовать люблю, я такое у меня мышление, это Так психиатры говорят, мое мышление, вот я советчик по определению, да, психиатров. Я люблю вот это рассуждать, разглагольствовать, вот так, пасьянс такой то, что надо, мыслительный. то, что мне и нужно. Да. А вот это чувство, что я на первом месте, себе сделать приятно, оно было всегда при тебе? Или оно появилось, вот когда ты приехал в Москву? Эгоизм во мне был всегда все-таки. Но потом он вообще в каждом присутствует, эгоизм. Просто немногие люди осмеливаются его принять и говорить вслух. Мгм. Во многих он живет, этот эгоизм. В принципе, я бы сказал, даже во всех. Просто некоторые его искусственно подавляют, какие-то придумывают себе, а вот надо жить для кого-то. Когда человек говорит «надо Беда. тебе Мгм. что-то», я считаю, что тебе надо, это говорит о том, что он тебе в чем-то завидует,
что ты живешь лучше, чем он, и он пытается тебе навесить какие-то свой груз, понимаешь, чтобы не одному тащить этот груз, а с кем-то еще его вместе тащить. Вот эти вот какие-то псевдодогмы. Вот надо жить там ради там вот того-то, того-то. Или я там вот прожила и живу, я так рада, я так счастлива, когда там ко мне там какие-то родственники приезжают там и так далее. На самом деле, если человек рад и счастлив, он об этом даже и не рассказывает. Вот поэтому я видел когда мне пытаются убедить меня, что мне что-то надо. Родственники, даже мои какие-то там тети, вот тебе надо. А я в ответ и в лицо говорю, вот вы прожили жизнь. У вас есть 2 дочери, внуки. Много ли вы услышали спасибо? Много ли вы получили удовольствие? Вы все время тянете эту лямку на себе. Вам уже там сейчас пока там почти 70 лет, это там мои родственницы, не хочу говорить, кто конкретно. Я говорю, вы же несчастные. Все пошло не по вашему плану, дочери не оправдали ваших надежд. Вы несчастные. То есть я же вижу, что вы несчастные. Я более счастлив, чем вы. Я могу поехать на отдых. Я живу так, как мне нравится. У меня своя там какая-то жилплощадь, в которой мне никто не мешает. Я говорю, так я более счастливый человек, вам же есть чему у меня поучиться, и завидуете вы мне, а не я. Мне-то от вас ничего не надо, я на вас смотрю и жалею вас, мне жаль, что вот вы тащите на себе этот груз, и никто это не ценит. И вы мне, будучи несчастной, у разбитого корыта, оставшейся под старость лет, пытаетесь убедить меня, научить меня жизни, что мне надо что-то по вашему мнению. Ваше мнение и ваше надо, оно оставило вас в тупик, поставило. Если вы ставили себя на первое место, то с этим бы смирились все родственнички, вас бы стали уважать, как некоторые актрисы малого театра. Вот приходит, понимаешь, топну ногой, стукну рукой, там одна у меня, понимаешь, всю жизнь для себя прожила, прокайфовала, там у нее муж умер, ей соболезнования, она не подходите, мне не нужен этот негатив, спасибо, Господь прибрал, ему видней. Все, и пошла, понимаешь, вместо того, чтобы страдать, там что-то плакать и это. И все. Человек ставил себя на первое место. Я актриса, она всегда там, понимаешь? И я смотрю на это, и я понимаю, вот она и дожила, и 96 лет сейчас, понимаешь? А она мне заявляет, я в Париж собираюсь уехать, мне надоели эти завистливые бабки здесь вокруг меня живут. В 96. Ей 96 самой, завистливая старуха этажом ниже там на меня. И я, наверное, в Париж поеду жить. То есть она пока еще в своем уме, абсолютно, не хочу говорить, актриса известная. Вот. Ну вот так. Такая вот жизнелюбие, такое вот отношение, любовь к себе. И я восхищаюсь таким. Вот она и дожила до 96. И ничего не болит, понимаешь, у нее. Вот я когда тебя сейчас слушал, я сразу некоторые тезисы вытащил. Первый тезис про эгоизм. То есть я хочу, чтобы сейчас люди поняли, что, возможно, любить себя – это все-таки не про эгоизм. Я сейчас немножко в религиозную сторону отойду. У нас христианская страна, православие. И вот, допустим, Христос в Евангелии говорит «возлюби ближнего, как самого себя». И вот как будто люди забывают вот эту строчку как самого себя. Я согласен. Я считаю, что связь Бога с нами, она могла произойти вот через эти вот религиозные книги, которые были написаны, вот, да, человек из космоса. Понятно же, что человек написал. Фильтр есть, да. Да, но это все пришло человеку, мудрецу, пророку, я не знаю, там, святым людям, пришло через космос эти мысли. И они вот совпадают полностью. То есть любая религия возьми, я читаю, я понимаю, о чем там говорится, я с этим соглашаюсь. Любая религия, что нельзя убивать, что нельзя воровать, там, обижать слабых детей, животных. То есть абсолютно вот я это чувствую, я понимаю это, как будто это написано на абсолютно понятном для меня языке, понимаешь? И вот действительно, возлюби ближнего как самого себя, все об этом забывают. И я говорю, это советская, наверное, вот школа, которая извратила все. Вот, и она много, конечно, принесла пользы, потому что я согласен, что должна быть и цензура, и какая-то все-таки красота, там и сцена наша потерпела большое поражение после того, как Советский Союз развалился. Но было много и минусов, когда все ходили одинаково, не было какого-то способа самовыражения художественного там, в одежде, да, или там, не знаю, все... Ну, были и свои плюсы, и минусы. Нельзя так однозначно говорить про СССР. Но я все-таки сторонник того, что любой человек должен себя любить и начинать проявлять эту любовь сначала к себе, потом ко всем остальным. Я не говорю, что не надо никого любить, жить исключительно для себя.
для себя реализовался, что-то достиг, поделись с ближним. Я обязательно делюсь. Вот у меня есть возможность там дать денежку, там, да, вижу несчастные родственники, даже никудышние, вот, ни к чему не стремящиеся, ничего не могут, никуда не хотят. Я уже даже не трачу силы на обсуждение, на осуждение. Понимаешь, вот я вижу такой человек, вот она с голоду умирает, но не пойдет работать. Понимаешь, вообще никуда. У меня, когда я голодал в Москве, я думаю, боже мой, может не пойти водителем трамвая, так мечтал об этом, думаю, фиг с ним, ладно, не получилось спеть, пойду трамвай водить. У меня всегда была какая-то мысль выжить каким-то образом. Человеку много не надо, да, у меня сейчас есть деньги, там больше покупать лучше, но в целом ты можешь прожить и на маленькую сумму. И в Москве, и где-то в деревне, везде есть, если ты можешь что-то работать там, да, но в целом. Я считаю, что человек, вот я люблю себя, есть возможность, помогаю и даже не осуждаю. Вот просто не осуждаю, потому что это трата времени бесполезная, честно говоря. Я отражаю только атаки, вот на меня напали, я отразил атаку, там, родственники, вот ты неправильно живешь. Что значит правильно живешь? Я просыпаюсь порой тогда, во сколько мне надо, встаю, меня никто не будет, у меня абсолютная тишина. И я сплю с той температурой и даже влажностью, которая мне нужна. Понимаешь? Да, может быть, у меня сейчас пока я живу не в элитном там, да, не на Хилковой переулке, как я хотел бы. Господи, боже мой, на Хилковом переулке хожу, смотрю в эти окошки. И алло, здрасте, друзья, я тут. Знаешь, хоть там да, ЖК какие есть? Ой, мы с женой иногда приезжаем смотреть вообще ЖК, квартиры по 300, по 500 миллионов. Зачем? Просто поверить, что такие есть. Вот мы просто приезжаем, вот такое есть. И мы по элитным районам пока что тоже хотим там жить, но вот присматриваемся, меряем эмоцию, как говорится. Надо мерить эмоцию, смотреть и понимать, что нет ничего невозможного. Да. Прохор, ты мудрец, ты знаешь? Я тебе сейчас объясню, почему. Во-первых, вот ты имеешь славу, деньги, я знаю, ты думаешь, что у тебя там не какие-то заоблачные деньги, в рамках общества, да, там побольше. Да. И смотри, как ты говоришь. Я вот тебя сижу, анализирую. Ты говоришь, я не реагирую на негатив. Это высокая степень осознанности. Потому что среагировать на негатив очень легко. Это паттерн поведения практически каждого человека. А люди обычно говорят, что все известные люди, богачи, что они какие-то злые, зазнавшиеся и тому подобное. Что я слышу? Что Прохор Шаляпин делится, что он не жадный. Прохор Шаляпин не реагирует на негатив. Он не осуждает. Ну, смотря на какой негатив. Если это люди, которых я не впустил в свой мир, и очень много разных людей вокруг меня, да, я не реагирую, стараюсь пройти мимо. Там, да, но когда человека впустил в свой мир, допустим, какие-то близкие, там с кем я взаимодействовал, я могу, конечно, тоже врезать в ответ словом. Ну, это естественно. Вот. Я просто сторонник того, что одно дело ты не принимаешь человека, нету его в тебе, этого человека, он где-то там что-то там сказал, закрылся, вот так и все, и пошел дальше, выкинул это из головы, прям выкинул, забыл. Вот. А бывает, что люди уже в тебе сидят, там, допустим, какие-то ваши там родственники, не знаю, там, знакомые, там, коллеги, там, вот продюсер там у меня бывший, да, 20 лет там мы друг друга ненавидим публично, хотя, конечно, изначально была совершенно другая, абсолютно, между нами там, да. Короче, я к тому, что этим людям я могу ответить. Меня пытаются там на меня, я отвечаю, это как бы вот, отпуливаю от себя этот негатив, то есть отражаю. Вот, потому что принимать, вот это терпеть ничего не надо. Не про терпение. Вот да. Ты сказал про родственника, который вот он плохо живет, ты понимаешь, что он ничего не будет делать. Да. И вот это мне понравилось, говоришь, но я перестал даже осуждать и выносить суждения. Я и маме все время говорю, да не надо тебе, вот она такая-сякая, вот она там родила, вот она, блин, надо. Я говорю, мам, тебе-то что? Вот это ее жизнь, да, вот не у всех получается, не все могут достичь, добиться и так далее. Просто если мы это осуждаем, то мы тратим свою энергию драгоценную. И что в нашей-то жизни меняется? Можешь помочь – помоги. Не можешь помочь – не помогай. Понимаете? А когда ты просто осуждаешь со стороны, там пытаешься что-то там, тебя не спросили научить чему-то. Спросили – ответил, не спросили – промолчи. Прохор, скажи, пожалуйста, а вот родственники твои, да, когда говоришь, учат, как жить, говорят, что тебе надо. Да. Многие люди не могут вырваться из этого плена родственных уз, когда они думают, раз это родственник, то он имеет право давать мне совет, а я обязан его слушать, даже если это родитель, да, то есть есть родительский авторитет. И многие люди думают, что если они не будут слушать советы родителей, то они как бы родителя не любят.
Как в твоей голове формируется вот эта связь, что даже если родственный человек, да, тебе по крови дает тебе свет, как ты не чувствуешь себя в этот момент виноватым, я не знаю, что ты предаешь их, у тебя нет этого внутри. Я понимаю, что у меня тоже нету для людей, потому что им сложно вырваться. Во-первых, меня мама никогда не пилила и не учила, как мне жить. Я ей за это очень благодарен. Не могла помочь и не мешала сама. Вот. Касаемо родственников, разные варианты я вижу, да. Есть такие ситуации у наших там подписчиков, которые зависят в чем-то от родственников. И им необходимо, ну, там, в финансах, в жилье, еще в чем-то, в каких-то бытовых моментах. Но мой совет в этой ситуации, если вы не согласны с мнением ваших родственников и чувствуете, что вам надо поступить по-другому, делайте так, как вы чувствуете. Ну, желательно не усугублять, там, не скандалить, да-да-да, и сделать все равно по-своему. Это вот как некоторые так делают в жизни. Да-да-да-да-да-да, у меня такая подружка есть, Анна Калашникова, да-да-да, и сделал все равно по-своему. Вот в итоге, ой, а потом, ой, а что, я не поняла, да-да, вот это так. Вот. Или же, если вы независимы, то вообще ни о чем говорить. Я не зависим, например, ни от кого. Я сам хозяин своей жизни, я зарабатываю деньги, и ни от кого не завишу ни в жилье, ни в деньгах из своих родственников, слава богу. И, соответственно, я могу прям вот очень даже красиво их разложить, на лопатки положить. Вот. Но, к сожалению, с возрастом я понимаю, что более старшие вот мои родственники, что с ними тоже лучше не спорить, не вступать, потому что это бессмысленно. Они все равно начинают петь свою эту заезженную пластинку. А вот надо, а вот. Я говорю, ну вот вы. И вот это все я им повторяю, а они рот открыли, и как будто у них какое-то замыкание происходит, когда вот начинаешь им говорить, что ну вы же несчастливы, вы же вот на алтарь семьи положили себя полностью, и это никто не оценил. Ты что? Я, конечно, за то, чтобы рождались наши дети, за то, чтобы там, мы как-то какие-то отношения заводили, но я ведь говорю о другом, что надо себя ценить, любить и на последнее место не ставить. А у нас очень много ситуаций, когда какие-то комплексы, что ли, особенно в женщинах. Вот она сидит, жертвует себя. И даже уже понимает, что ее уже просто ни во что не ставят в семье, она продолжает жертвовать. Чего ждет? А может, потому что мама жертвовала, бабушка жертвовала, и вот это паттерн поведения смотрит? Может, вполне возможно, что вот так вот надо, там вот надо иметь мужа. Некоторые сидят там, как эти курицы на сетке. Я понимаю, когда там молодежь еще там 25 лет, а когда за 60, и там от нее ушел муж, нашел себе там какую-то девку, вот, ну, без в ребро, так скажем, она там переживает и плачет. А я ее спрашиваю, ну, у меня такое немножко размытое понятие о возрасте. Я говорю, так я не могу понять, а тебе что от этого мужа? Ты что, сексом с ним занимаешься каким-то невероятным, там, страсть какая-то? Нет никакого секса, никакой страсти. Вот она работает на 2 работах, пришла. Он там, ну, тоже где-то работает, меньше нее зарабатывает. Пришли. Сидят, он поел, лег спать, и вот так каждый день. Я говорю, а в чем вообще смысл вот этого вашего существования, если нет уже чувств? То есть, да даже если с одной стороны, вот с его стороны нет чувств, зачем он тебе нужен? Нет, вот она сидит, плачет. Ну ладно, ведь был же муж, главное муж. Я вообще не понимаю. Да живи ты для себя, у тебя есть квартира, у тебя есть твоя работа, ты можешь жить, просто кайфовать. Не понимаю. А под такое состояние, когда, допустим, женщина живет для себя, она же станет лучше и притянется более качественный мужчина? Я думаю, что женщина, которая любит себя и живет для себя, обязательно будет восхищать огромное количество мужчин вокруг себя. А мужчин? За ней будут тянуться и пытаться ее добиться. Это вот природа тоже такова. Вот. А мужчина, когда добьется, ну, там уже другая игра начинается, конечно. Когда добился, уже не так интересно, но это жизнь. Но в любом случае женщина одна не останется. Вот. Я за то, чтобы каждый жил как хочет, но в целом не тратил свою жизнь на псевдо какую-то, кто-то вложил в голову тебе, ты живешь и несчастный при этом. Не знаю. Советуешь ей, советуешь. Говорю, да освободись ты вон еще хорошо выглядишь, прекрасная фигура. Там свои там 60+. Поживи для себя, так скажем. Ну нет же, вот был муж, а теперь нет, я так скучаю. И вот это плачет. Я говорю, ну почему скучать-то, почему? Я понимаю, рассветы там вместе, там вы встречаете, ты там молодая, вот еще энергия 20 лет, да, когда тебе... Здесь-то что? Мешок с картошкой рядом с тобой лежит, храпит там, да? Не понимаю. Ни романтики, ни секса, простите. Ничего, ни любви, ни каких-то ласковых слов. Ничего. Скажи, пожалуйста, Прохор, а вот Да. на твой взгляд,
человек сам виновен во всех своих бедах. От своего состояния, мышления, от своего взгляда на мир. Ну, скорее, да, мы действительно притягиваем то, о чем думаем. Просто вопрос в том, что я стал понимать, оглядываясь назад, что мои мечты с опозданием немножко сбываются, но они сбываются. С каким? Сколько потребовалось времени? Ну, тут разное. Я не знаю, высчитывать я там не буду, когда я там начал. Ну, артистом я хотел быть с самого детства. Там... Ну, то есть оно приходит все равно. Если вы этого очень хотите, визуализируете себе, это действительно все начинается с наших мыслей, это бесспорно. Вот. И то, что мы притягиваем к себе те события, ну, о которых вообще мы... Ну, я не знаю, то есть человек все равно о чем-то думает все время. Вот надо стараться думать о хорошем. А бывает в твоей жизни, что все плохо, но ты даешь себе команду. Ну, как все плохо? Я понимаю, что у тебя вряд ли что-то там, что все плохо. Ну, например, какой-то там, не знаю, депрессивный эпизод какой-то, что-то случилось не очень. Да. Ты работаешь над тем, чтобы перегрузить голову и не отдавать туда негатив. Или ты даешь своему мозгу, своим мыслям плавности туда войти, пережить это и потом жить дальше? Нет, ну я живой человек, во мне тоже есть негатив. Он рождается порой. Просто я стараюсь его как-то выплеснуть. Бывает, что перегружаю психику свою тоже. Бывает, что очень много там работы, съемок. Мозг у меня не резиновый, я тоже устаю, как и все. Вот, поэтому я не зря говорю, что надо больше отдыхать, наслаждаться жизнью, потому что она в любой момент может закончиться у любого человека по разным причинам. Знаешь, какая есть проблема? Да, и недавно, ты знаешь, я узнал статистику, что у нас только 51%, 49% мужчин доживает до 65 лет. Представляешь? Из-за стресса. Через одного помрем все. Не, мы не помрем, мы будем жить счастливо. Ну, это до Бога все вопросы, да. Я просто верю в какую-то еще, вот абсолютно уверен в этом, но это мои фантазии, да, это я не пропагандирую как истину, что мы в бесконечности находимся. Я прям чувствую, что мы переходим из одного состояния в другое, что вот не то, что ты закрыл глаза и все. Физически тело, да, но дальше еще какая-то трансформация происходит нашей души. Вот. Ты это чувствуешь, ну, просто внутри интуитивно. Да, ну, видите, психиатры говорят, что могут это быть фантазии моего мозга. Ну, извините, мы не знаем, что такое мозг. Мы так и не поняли. Мы его видим физически, а где начинается сознание, я слушаю тех людей, кто занимается этим, они не могут ответить на этот вопрос. Ученые, где начинается сознание человеческое? Вот эта сама энергия вот этих, да, сила нашей мысли. Вот где? Ну, знаешь, как говорят, покажи на себя пальцем, и люди показывают сюда. Никто не показывает вот так. Типа, где ты? Я здесь. Да, я тоже чувствую, что вот здесь что-то у нас какая-то сгусточка энергии. Вот разум, вот эти все наши гормоны, нейроны, вот они здесь, это вот как вот мы влетели, душа, да, вот в тельце, да, вот оно развивается как биоробот такой, знаешь, как в машину ты сел, вот едешь. Вот, она заглохла, вот мы вынуждены выйти из этой машины. Ну и то же самое тело. Вот, то есть бренность, она, конечно, да, это неприятно понимать, что переход для каждого из нас неизбежен. Вот. Но что-то человек, я в целом говорю, да, когда заболевает чем-то, уже начинает думать о существовании духовного мира и то, что это очень важно. Вот. Но видишь, у нас стоит вот прям вот в мозге страх вот перехода. То есть мы все очень боимся смерти. Ну, некоторые говорят, что не боятся, конечно, страшно, все равно это неизведанное, что-то такая загадка, переход из одного состояния в другое. Вот, ну, в любом случае, я вот об этом иногда думаю, просто что это, ну, неизбежность для каждого. Вот, и меня, честно говоря, успокаивает, что для каждого. Да, потому что я понимаю, что неважно, кто первый, кто 101-й, все. Вот поэтому. Мне нравится, что ты это говоришь все на интуитивном уровне. То есть, есть люди, которые этим увлекаются, там, как, допустим, я там десятки книг перечитал, да, там смотрел там очень интервью про внетелесный опыт, ну, мне так это интересно, как будто... А вот ты это говоришь, я понимаю, что вряд ли ты зачитывался, да, там... Нет, я читать вообще не люблю. Но вот это в тебе, когда ты говоришь, я понимаю, что это вот как раз-таки, возможно, и доказательство того, что в тебе много опыта и, возможно, ни одного Прохора Шаляпина. Ну, может, да. Я долго об этом тоже размышляю, уделяю время этому размышлению, откуда мы взялись, да, куда мы дальше летим, что такое наша плоть. Ведь даже с точки зрения рассуждения о нашей плоти, да, вот мы с тобой состоим из плоти, которая до этого, то есть биология нашего происхождения, вот мы все откуда, да, ученые говорят, ну так отмотаем прям совсем в начало существования Земли. Ученые что говорят? Что мы все вышли из воды.
То есть сначала была вода, там всякие морские жители, да, какие-то клеточки Мгм. появились первые, там, но это ученые так объясняют. То есть и в целом вот наша планета — это то, откуда мы с тобой произошли, наши тела, да, это небесные такие тела, которые, в общем-то, находились в пространстве до того, как жизнь зародилась на Земле. То есть жизнь зародилась как? Вообще существование планеты, как она зародилась? Ну, взрыв, как бы два тела между собой вот так столкнулись, и вот закрутилась Земля. Ну, как нам объясняют ученые, что знает наука. Вот. Но до этого-то это тело где-то существовало. Откуда оно взялось? Из газа. Газ откуда взялся? И все. И это опять бесконечность. Мгм. То есть этот газ тоже откуда-то произошел, то откуда-то произошло. То есть и все. Вот как бесконечность пространства, наверх смотришь, нету конца. И в уменьшении тоже нет конца. Недавно только это понял, я об этом никогда не думал. Мне казалось, что в уменьшении все-таки есть предел. Оказывается, предел только для нас с тобой, Да, да. для глаза. Вот. И в целом я считаю, что это тоже загадка. То есть вот что вот, да, вот наша даже материя, вот она. Никто не может мне объяснить, откуда произошло начало всех начал. То есть вот оно тоже это загадка для нас. А говорят, что материя пустота, что если приблизить, да, там клетку там до Да, самого-самого-самого, да? пустота в физическом мире. Да. А может быть, это уже переходит в какое-то другое измерение. Да, Понимаешь, неведомое нам. да. Вот. И если мы чего-то не видим нашим взглядом, это не значит, что этого нет, как инфракрасная камера. Она ночью видит, а мы-то с тобой нет. А у нас глаз видит не весь спектр цветов еще. Мы же видим Да. только определенный И у нас спектр. определенное разрешение. То есть мы там, я не помню, 720 что ли, пикселей, у нас какое-то не очень хорошее разрешение нашего глаза, то есть мы не сильно это хорошо видим. Вот. Ну, Есть животные и создания, которые видят гораздо лучше нас на Земле и слышат лучше нас. Вот. Ну, в целом я сторонник того, что все равно за каждым из нас есть божественное начало. Вот я это просто убежден, без всяких религий. Мгм. Я это понимаю. Религия — это всего лишь вариант трактовки. Вот. Пришло через космос, нам вот дали эту информацию через мудрецов, да, которые написали все это, устаканили все эти мысли, и вот кто-то там более развитый чувствует все это, кто-то менее развит, не чувствует, ему надо читать там, да, священные книги. Вот еще бы что-то понимал бы, вот это еще важно, понимаешь, и действовал, как там написано. Вот у меня как-то это на интуитивном уровне идет. Я как-то чувствую, что вот нельзя обижать людей, нельзя здесь лишний раз негативную энергию цеплять. Мгм. Там, допустим, порождать зло вокруг себя. Вот. Стараюсь так, чтобы вот со всеми нивелировать отношения, если даже с врагами, там всегда сторонник того, чтобы по возможности помириться. Бывают такие вот, ну, совсем дерьмо, которое надо прям обходить, вот такой человек. Тут ничего не сделаешь. Но в целом, если от меня что-то зависит, я могу сделать шаг вперед. Вот. Даже если от меня 2 шага назад, ну, тогда я понимаю, что бессмысленно тут. Вот. Но в целом со всеми вы там врагами даже помирился на всякий случай. Прохор, ты если что, вдруг захочешь, ты можешь реально вести какую-нибудь передачу про космос, про вот это все. Про космос, а что я могу сказать? Это так же, как и все, ничего не знаю. Я просто предполагаю, и все, вот спич мой сводится к тому, что, друзья, физический мир, он прекрасен, и, конечно, нам хочется спать послаще, подольше, острова посмотреть, насладиться этой жизнью. Вот дала нам вселенная тела, надо ими пользоваться, да? Наслаждение получать таким-сяким образом. Ну, конечно, кроме запрещенного, которое нас разрушает, понимаешь, да? Я против всех возможных там этих средств запрещенных. Вот. И в целом я пропагандирую то, что нужно все-таки духовный мир в себя пускать. Вы можете быть приверженцем любой религии. Вот. Она помогает устаканить мысли, привести вас, так скажем, в нужные вибрации. Вот, то есть не совсем вот фанатичные, религиозные есть такие тоже, жизнь закончилась. Я видел, у меня есть знакомая очень красивая девушка, вот у нее там грудь шикарная, ну все природа подарила ей, понимаешь, женщина роскошная, и осталась одна. Вот с утра до вечера молится, понимаешь? Для меня это тоже трагедия. Я считаю, что это для нее, ну, не сложившаяся, в общем-то, жизнь. Хотя, еще раз говорю, это ее право, ее выбор, она вот так решила, да? Просто, ну, смотришь со стороны, могла бы там уже и то, и другое, а она прям вот только молится. Ну, вот я просто на себя это меряю, понимаю, что вот я как-то и так понимаю, ну столько просто в храмах живет она, понимаешь? То есть, но с точки зрения, ну, это, хотя это лучше, наверное, да, там, чем воровать, убивать и обогащаться за счет губления других жизней и людей. Вот. Но в целом я за то, чтобы вот была духовность и в меру, да, и наслаждение жизнью, и не забывать, что все мы под Богом ходим. Вот. Бог дал, Бог взял.
Вот, и, соответственно, я и поэтому и говорю, что да, если кто-то что-то дает мне, более богатые люди, я не брезгую, беру. Если вдруг просят, и я понимаю, я чувствую сразу потребление к себе, когда человек просто пытается меня там обхитрить, обмануть, или же когда действительно надо руку протянуть, там, да, там, я никогда не отхожу на хлеб, если кто-то просит там на еду, дай мне там, всегда дам. Вот, но если мне звонят и говорят, ты знаешь, я там дом в ипотеку взял, там мне надо 50 миллионов, дай мне, пожалуйста. Там, или, ну, у меня разные были. Вот я там работаю, у меня там такая-сякая, там молодой там парень просит денег. У меня очень много обращений, прям таких. Ты смотришь на это, вообще-то, еще раз говорю, я не могу нести чужой крест на себе. Это твой крест. Я могу тебе помочь вот так вот плечом, да, но не нести за тебя его. То есть просто взять и закрыть твою там какую-то потребность, квартиру, там ты дом себе купил, машину, я не знаю, и так далее. Кредит какой-то взял. Вот я не могу кредит платить. А когда ты его брал, о чем ты думал? Должна быть ответственность. Это тоже важно. Вот. Поэтому религиозность, она должна быть в нашей, ну, как бы, вот, да, вот духовность, так скажем даже. Я больше скажу, духовность. Чувствовать, что вот в нас есть душа, нужно ее беречь. Вокруг нас много хаоса, зла и добра. Вот выбирай, что ты хочешь в свою жизнь пустить. Выбираешь зло, но жди, что оно к тебя и поглотит. В итоге это зло. Выбираешь добро, вот добро тебя вот потом на облачках и пронесет в определенные периоды. Вот, поэтому... А без зла не было бы понятно, что добро. Ну, понятно, да. Как без света нет тьмы, без тьмы нет света. Поэтому... Знаешь, Прохор, ты сказал про эту свою подругу, да, которая вроде бы ее Господь наделил там красивыми фигурами, да, она молится. Это проблема, естественно, когда люди уходят от материального мира. Она ушла вообще, то есть она, понимаешь, мы, ну, как бы смотрим, я все равно, понимаешь, как бы мы ни уходили, как бы мы не любили себя, о чем бы мы ни думали, не мечтали, мы все-таки, ну, должны думать о продолжении рода. Ну, вот так вот заложено. Можно, конечно, сказать, что, наверное, это не самое главное. Я тоже сторонник того, что человечество как появилось на Земле, так оно и вымрет. Вот есть начало, есть конец нашего существования на Земле. И мои предположения, это тоже фантазии, что нас уничтожит, либо мы сами себя уничтожим, либо искусственный интеллект нас уничтожит. Потому что вот этому неживому искусственному интеллекту, ему не нужна жизнь на Земле. Вот. Ну, или не в таких количествах, то есть чтобы обслуживать просто там серверы и все. Я про эту женщину затронул. Почему? Это называется отлететь, да, когда человек отлетает. Почему? Потому что материальный мир для него становится проявлением негатива, зла и тому подобное. Это неумение трезво посмотреть на вещи. Обычно люди, которые слишком сильно уходят в религиозный фанатизм, они говорят о том, что деньги зло, секс зло. От этого, на самом деле, из-за неправильных вот таких вот установок все проблемы потом у людей. Потому что человек хочет секса, а ему кажется, что он делает что-то плохое. Он хочет денег, а ему кажется, что он, не знаю, совершает что-то плохое. Предлагаю начать сейчас с денег. У тебя есть в твоей голове ассоциации, что деньги – это нечто плохое? Или с ними... Нет, деньги могут испортить, если они попадают к незрелому человеку в руки. Вот. И взрослый, может быть, человек, и подросток могут испортить деньги. Но в целом деньги – это инструменты, на которые я могу создавать песни, там, какие-то картины, там, не знаю, покупать что-то там, украшать свою жизнь, так скажем, развиваться, двигаться вперед. Не знаю, я считаю, что ничего плохого в деньгах, если ими уметь пользоваться, нету. Очень важная информация для тех, кто так же, как и я, любит все неизведанное об устройстве Вселенной, души и тому подобное. Я очень люблю рассуждать и философствовать об устройстве жизни. Зачем мы живем, почему мы выбираем страдать, почему в мире так много несправедливости. И дохожу до того, что на самом деле все справедливо, никто не страдает, нужно лишь понять смыслы. И я понимаю, что мне хочется поделиться этими знаниями, но их никто не будет смотреть, потому что всем интересно только поверхностное. Деньги, слава, успех и тому подобное. Это, безусловно, важно, но намного интереснее задуматься о смысле бытия. Именно поэтому все свои самые сокровенные подкасты я выкладываю в свой закрытый телеграм-канал. Стоимость всего 1500 рублей в месяц, но там вас ждет просто тонна материалов. Как они выходят? Просто аудиоподкасты. Вы в наушнички и пошли в зал готовить, убираться, гулять, на велике кататься и слушайте интересную информацию. Например, недавно я выложил потрясающий подкаст про уроки души. Почему, так или иначе, мы сами выбираем пройти определенные страдания. Первое, самое интересное, знаете, до чего я дошел? Ну, в качестве страданий. То, что ты получаешь после страданий, ну, заветную награду,
Она же пипец какая вкусная. Как устроено наше подсознание, сверхсознание, суперсознание и сознание. Очень интересно. Также выкладываю множество лекций по устройству мироздания. И иногда, чтобы разбавить все это, конечно же, перехожу и в материальную часть. Вот буквально недавно на днях закончился там внутри телеграм-канала лекция, или, наверное, даже можно сказать, курс по устройству денег. То есть там прям про денежное мышление. С нулевого своего какого-то понятия, да, и до 7-го уровня, где человек добрый, светлый, и как вот Прохор Шаляпин стал еще одним доказательством, что деньги приходят только к светлым и добрым людям. Поэтому там столько полезной инфы, что вы просто не передаете. Клуб это закрытый телеграм-канал, уже 2 года, ждем вас, и в архиве просто материалов вам, не знаю, на месяцы вперед, и постоянно обновляется. Ссылка в описании, но еще в конце видео я, конечно же, вам напомню о нашем клубе. Но мы продолжаем смотреть просто потрясающий подкаст с Прохором Шаляпиным. Кстати, еще после каждого гостя я небольшой свой обзорчик выкладываю, на Прохора тоже выложил. Спойлер, все круто, но более детально там рассказал, что я увидел в этом человеке. Продолжаем смотреть. А когда вот ты говоришь, приехал в Москву, у тебя ни рубля, да, там ты хочешь трамвай идти, управлять трамваем, твое отношение к деньгам такое же, как сейчас, потому что люди, допустим... Конечно, разное. А какое, ну, вот сейчас я мысль довершу, потому что сейчас в твоем, например, там, в твоих соцсетях потрясающе, когда ты говоришь, там, я на островах, все, душа радуется, душа поет, но есть кто-то, какая-нибудь Тамара Павловна из Сыктывкара, она сидит, думает, вот, сука, вот у него, если бы у него были, как у меня, проблемы, вот я бы посмотрел, как он бы радовался. Но ты же тоже был там, ты же тоже был, когда у тебя не было денег. Вот именно в тот момент, можешь вспомнить, когда был кризис у тебя, когда ты пришел прорывать стены? У меня был этот кризис, и... Да, действительно, я не золотой ложкой во рту, мне никто просто так ничего не давал. Если что-то брал, то я за это всегда там расплачивался, так скажем. В целом, я не могу понять, что вот этот негатив со стороны тех, кто сидит. Но вы же сидите, встаньте и сделайте что-то со своей жизнью. Моя-то здесь при чем? Я независим от вас ни в чем. И при чем здесь моя жизнь сегодняшняя? Тем более я прошел достаточно большой путь. Вот, прежде чем вот стать на сегодняшний день, наверное, таким вот, ну, уже настоящим таким средним классом, которых очень мало, кстати. А что такое средний класс? Средний класс – это когда ты не думаешь о жилье, оно у тебя есть, и не думаешь о еде, и об одежде. Вот это средний класс. То есть ты можешь купить любую вещь, можешь зайти в любой ресторан, есть, пить все, что хочешь, и не думать о деньгах, не экономить на этом. Вот это средний класс, на мой взгляд. Ну и, конечно, в нашей стране очень много очень богатых людей, у которых уже вкус к деньгам, ну, то есть он после... Я читал там, и я согласен с этим, что после каких-то там вот миллионов долларов там, да, на ваших счетах уже нету разницы, 200 миллионов долларов у тебя там или у тебя $1 миллиард. То есть ты уже разницы не чувствуешь. Вот, то есть особо качество жизни не меняется. Вот, ну, очень богатые люди, там, ну, немножко другое, у них там повара уже, там, массажистки, там очень большие квартиры по 1500 метров есть в центре. Таких людей много? Очень много. Я заметил, кстати, в Москве вот бизнес-класс, особенно в центре, очень дорогие дома, квартиры по 1,5 миллиарда пустые стоят. Потому что их покупают властимущие, богатые люди, и не пользуются, потому что у них уже их 5, 10 и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, в чем радость тогда? Вот... То есть я к тому веду, что деньги нам нужны, и они работают до определенного предела. Когда их становится уже очень много, то, на мой взгляд, уже тогда надо заниматься просто благотворительностью и ловить от этого кайф, радость. Вот, потому что когда у тебя там уже там, огромное количество недвижимости, денег, и ты понимаешь, что ты даже если будешь каждый день тратить по 10 миллионов рублей на себя любимого и не потратишь их до конца жизни, если даже проживешь до 120, что вряд ли, то тогда смысл теряется обладание этими деньгами. Они превращаются просто в нолики в банке. Вот, а так, вот я как человек среднего класса, да, там вот чуть-чуть вполз в этот средний класс из бедных артистов, вот, я понимаю, что, конечно, хочется еще побогаче быть, да, в том числе, чтобы помогать тем, кто действительно нуждается, а не тот, кто просит там из прихоти своей. Я человек, который был в нищете, я знаю, что такое, когда человеку действительно надо помочь. И человек, которого ни в коем случае нельзя помогать, потому что он пойдет по наклонной. Прохор, скажи, пожалуйста, таких людей много, богатых? У меня такая проблема есть. Я тоже в моменте, когда вот пил, курил, еще плохо выглядел, не было у меня денег особо.
Да, гром, хорошо, Да-да-да. мы под крышей. Да. В моменте начали появляться деньги, расти. И в какой-то момент я подумал о том, что, наверное, денег сколько у меня, да, там, я зарабатываю несколько миллионов рублей. Это вот как будто прям вот какой-то высший класс как будто. А я даже не представляю, что есть люди, вот миллиардеры и тому. Мне кажется, их нет просто. Потому что Как их... это нет? Вот мне Конечно, хочется, есть. что ты сказал, сколько их, вот на твой взгляд? Вот Нет, есть статистика официальная, есть природные богатства нашей страны. Вот. И есть люди, которые имеют очень большие деньги. Единственное, что у них нет времени особо на вкус к жизни почувствовать, потому что они все время в работе, они не могут остановиться. Там очень такая западня некая психологическая, из которой тяжело очень выбраться этим богатым миллиардерам, действительно властимущим людям. Вот. И в этом я вижу некую несчастность, потому что просто обладать этими деньгами и все-таки ими пользоваться – это разные вещи. Они просто ими порой не пользуются. Да, у них там джет, там 20 квартир по 1500 метров каждая. Но ты же не можешь в каждой из них одновременно находиться. То есть, вот, понимаешь? И, соответственно, ты работаешь с утра до вечера. Хочется золотую серединку. А ты бы хотел себе джет? Нет, Нет? мне это не нужно. Я даже к машинам равнодушен. Хочу себе поновее, получше. Но в целом я не люблю за рулем ездить, нет. Нет. Джет я имею в виду для, не водить его. Я на сегодняшний день, вот моя визуализация – это хороший загородный дом. От 500 метров я бы хотел загородный дом. Такой хороший, основательный, кирпичный, с подвалом, чтобы, знаешь, такой вот настоящий хороший дом, зимний. Вот. И какую-то вот квартиру я бы хотел метров 300. Мне бы хватило. 300 метров именно. Я просто бывал в таких квартирах. Вот уже больше оно как бы не надо. Тоже ты просто там не будешь находиться. А у тебя есть сейчас... Вот когда я приводил пример, что есть там Тамара Павловна Сыктывкара, которая злится, а у тебя есть вот это, не знаю, конечно, нет, но я просто для людей спрошу, зависть к людям, ты уже сказал, что как бы там нет счастья, но вот которые больше тебя имеют денег, или ты радуешься за них? Вот какая, или тебе нейтрально? Наоборот, я смотрю как на примеры и радуюсь тому, что у кого-то что это есть. К чему стремиться? Ты представляешь, этого бы не было. Вот. Смотришь, да, вот хочется там то-то, то-то там. Я бы хотел там жить на Хилковом переулке, да, там мне нравится там ЖК, этот шикарный просто там действительно уровень. Вот с другой стороны, я понимаю, что я не хочу с охраной все время ходить. Это немножко меня лично, это как несвобода какая-то. Я не завидую людям, которые ходят с охраной. Это красиво в кино. А когда вы все время с охраной боитесь за свою жизнь, там какие-то интересы перейти кому-то там, да, дорогу и за свою жизнь, это уже тоже, знаете ли, тут уже ваши деньги и ваше спокойствие на кону, и, соответственно, какого-то вот середнячка, чтобы вот наслаждаться жизнью, да, хочется добиться, там, меньше работать, желательно вообще не работать, там, роялти получать какие-то проценты, и все. Вот. Но при этом не хотелось бы там не участвовать ни в каких схемах, не дай бог, воровства какого-то, знаешь, это тоже... Человек сидит и... Хотя нет, я видел таких людей, кто... Они ни в чем себе... Они не думают об этом, что они там что-то плохое делают. Вот. И даже иногда бывает вроде и не злые. Так смотришь, думаешь, ничего себе, как же так? Какой-то парадокс жизни. А в момент, когда был кризис у тебя, ты также радовался за богатых людей? Я радовался вообще другим вещам. Это был другой возраст, во-первых. Я приехал в Москву 15 лет. Я радовался тому, что вот я из Волгограда приехал в Москву, я радовался запаху метро, мне очень нравилось там, что я вот еду в поезде, вот где-то под землей сейчас, вот я там вот мечтал о том, чтобы у меня была какая-то своя жилплощадь в Москве, там, чтобы у меня была московская прописка, дитя 90-х еще тогда нас лимитой называли, я застал это время. Вы, лимита, понаехали, мне такое говорили. Вот. И я все время так смотрю на эту бабушку, которая сдает комнату. Думаю, ладно, мы понаехали. Но мы же все гости на этой земле. Понимаешь? И вот эта бабушка, которая понаехали, ее уже 25 лет нет, в могиле уже давно. Вот. И что в итоге возмущалась? Могла бы не возмущаться, а улыбнуться пару раз. И я бы сейчас о ней добрым словом бы вспомнил. Понимаешь? А так и вспомнить-то нечего, только упреки, что мы понаехали. И злость какая-то непонятная. Че в итоге? Может, что-то желчным у нее было, не знаю. Тоже винить нельзя, может, организм тоже дает сбой. Вот. Поэтому добрее надо быть. Да. Видите человека перед собой, надо быть добрее, стараться. Тем более, если человек вам ничего плохого не сделал. Меня это восхищает. Понимаешь, да. Я пытаюсь с людям доказать, у меня какая-то такая внутренняя потребность доказать людям, что на самом деле в жизни лучшие у тебя условия появляются от доброты.
Люди думают, что от зла. Да, от доброты, но не жертвенность. Не жертва, а Потому вот что мир так устроен, что ваша доброта лишний раз улыбка, снисхождение какое-то порой, да, оно действительно работает. Вам это как будто бы кто-то видит сверху и вам помогает. Но это не значит, что себя надо жертвовать, потому что есть другие крайности, когда человек начинает вот раздавать себя, им начинают пользоваться, и вот его растаскивают просто. Вот такие еще бывают крайности. Я видел, не знаю, как это объяснить вам, я видел такие ситуации, так наблюдательный. Вот поэтому где-то надо отворот-поворот дать, где-то надо вот благородно там протянуть руку. И не высокомерно, а именно как так, человек человеку, там, не знаю. Вот, поменьше возмущаться, да, там вот в Москве сейчас острая там, да, ситуация накаляется, что вот там мигранты, не мигранты, там есть с пеной у рта, люди там что-то доказывают. Я всегда говорю, мы все братья и сестры. Люди приехали из другой страны не от хорошей жизни. Если пропустили, впустили. Надо уважать и считаться как с такими же жителями, как и мы. Я приезжаю, там, допустим, в Штаты, ни слова никто никогда не сказал. Ну, до тех пор, пока я from Russia, там, да, я from Russia. Вот. И к тому же я говорю, ну, ребят, там бабушки возмущаются, там, я говорю, ребят, 50-70 лет, но все будем в могилах. О чем вы вообще разговариваете? На что мы тратим время сейчас? Ну, поймите вы это уже, наконец. Земля, там, Москва, ты не Москва. Ну, вот лежат все по могилкам, и все. Кто где родился, кто где умер, все. В общем-то, на этом все. Поэтому я как-то так на это смотрю. Не люблю хамство, не люблю, конечно, наглость или там какое-то вот, не знаю, быдло. Это совсем не связано с тем, что там откуда человек, да, или там как надо мной издевались вначале. Ну, не то чтобы издевались, но я чувствовал себя униженным. Часто мне там лимита, вот вы понаехали. Я уже рассказывал эту историю, один раз сижу у Политвы Ивановны на первом этаже. У нас там все студенты сидят. Мне 15 лет, и, значит, пришла такая абсолютно невзрачная девочка, москвичка. Сейчас многие москвичи начнут писать, вот там кто-то там на окраине Волгограда сфлакнул. Да, я из шикарного города-героя на Волге, Волгоград. Если бы не Волгоград, история нашей страны сложилась бы иначе. Не забывайте тоже, дорогие шовинисты. Вот, ну, почитайте просто историю русскую. И, значит, сижу я на первом этаже, Ипполитова Иванова, и москвичка, ничего из себя не представляющая девочка, средненькая такая, серенькая, начинает, ну че вы все понаехали, и руки в боки вот так. И я вот родилась на Арбате, Гроермана, слышал такой роддом? Не слышали, ну ладно, на Арбате хороший район, да, там столько коммуналок осталось до сих пор еще. И я родилась. Так вот, и я живу на Пушкинской, на секундочку, а вы все лезете и лезете к нам в Москву. Че вам не сидит? Ты вот откуда? Там девочка такая, розовые щечки, на родинце сидит, такая, я из Вологды. Ну а ты откуда? Я из Иваново. Абсолютно искренне так люди отвечают ей, как будто, знаешь, надзиратели, все сидят у нее там. И меня, ну а ты откуда понаехал? И я возьми и скажи, я в Лондоне родился, у меня родители военные были. Она так на меня смотрит. В Лондоне? Чё, правда? У него такие глаза, знаешь, такое ощущение, что у нее мир перевернулся в голове. В этот момент я думаю, господи, да какая разница, да? Вот я перед тобой сижу, я ничего не поменялся, мы с тобой знаем друг друга там уже несколько месяцев, там учился первый и второй курс. Ну, короче, я к тому, что я ее обманул в этот момент, конечно, я в Волгограде родился, но у нее как будто бы это имело какое-то значение для нее. Она потеряла смысл жизни в этот момент свой. О чем вообще тут рассуждать? О чем люди вообще думают в этот момент? Вот просто интересно. В итоге, ну, кто-то учился, кто-то не доучился, и в итоге, вот видишь, нас знают сейчас вся эстрада, допустим, да, все приезжие. Очень мало тех, кто родился в Москве, потому что я не обвиняю москвичей, очень много порядочных, интеллигентных, умных людей и действительно знающих историю города. То есть не умаляю достоинств, но я в целом бы считал, что это не важно, кто где родился, главное, какой человек, что он из себя представляет, да? Вот, и к чему-то стремиться в жизни, конечно. Вот, поэтому приезжие больше добиваются, потому что они стремятся там, работать, там, где-то успеть, где-то там добиться чего-то. Вот. Извини, что я тебя тут отвлек. Не, нормально. Да, честно, я потом выдам прям целый... А некоторые, знаешь ли, унаследовали и все профукали. Несколько квартир досталось от бабушек, от дедушек. Ничего не приумножили, все срали. И сидим, руки в боки, и я родилась с Гроермана. Понимаешь? Какая фантастика, надо же.
Да, как сложно было родиться-то. Это ж мы все выбираем, да, как где родиться, где сгодиться. Прохор, ты знаешь, обычно, когда люди к чему-то стремятся, там, не знаю, к семье, к деньгам, к славе, неважно, они сталкиваются с самой первой проблемой – это критика. То есть вот что подумают другие, что сделают другие. Ты, я считаю, мастер борьбы с критикой. У тебя как будто есть световой меч, и ты всю критику отражаешь, как джедай лазерные Ну, пули. конечно, это не так далеко. Да, ну- Если вы имеете в виду вот эти хейтеры, когда меня пригласили. Ну, как ты их красиво ставишь на место. Да, это же там вообще- была одна молодежь, и, понимаешь, я не видел равных себе. Мгм. И ни в интеллекте, ни в энергетике. Они очень неуверенные были в себе. Они задавали эти вопросы трясущимися руками. И мне их так и было жалко. Конечно, я мог любую тактику включить, понимаешь? И нахамить я тоже могу. Я родился в Волгограде и вырос, в общем-то, знаю, как матом ругаться. Вот. Но я не видел там, как с детьми. Раскидал там их с таким, знаешь, как... котят. Бесконтактный бой Да. был какой-то. Ну, какой-то, да, неинтересно. Бывает, что там очень достойные соперники. Меня же можно задеть тоже. Я там бывал на интеллектуальных всяких, там, коллеги какие-то мои, да, которые пытаются меня все время задеть, уязвить. Вот. А зачем? Ну, либо самоутвердиться, либо зависть. Два варианта. Вот, зависть может быть... Зависть же, она такая, знаешь... Такая странная частичка нашего мышления, что она может быть к чему угодно, не обязательно к деньгам, не обязательно к твоей славе. Это может быть к цвету кожи, к твоей фигуре, к твоей улыбке, к твоему здоровому цвету лица. Понимаешь, вот что угодно может вызывать зависть, особенно подсознательно. Я уже не говорю про химические какие-то моменты, потому что даже запахи тела подсознательно говорят о здоровье человека, Да, понимаешь? да, Вот, и конечно. поэтому человек может завидовать другому человеку в чем угодно. Вот, и я часто сталкивался с завистью. Я раньше не понимал, что им от меня надо-то, не понимаю я. Я, например, вот когда вот там о эстраде говорю с обидой, да, что мне вот много лет не давали, мне действительно, не давали много лет там петь, работать, реализовываться. То, что было моим, как бы отдавали другим, потому что там занесли деньги, хотя там совершенно не на что смотреть. И уже давно забыли об этих проплаченных родственничках. Но неважно. Я к тому, что вот возвращаясь там про эстраду, да, вот то, что мне не додали, оно как бы... Я смотрю на коллег своих и понимаю, что завидовать мне нечему. Вот сегодняшние звезды, вот сегодняшнего, там, да, нету никого, кому бы я чему-то завидовал, кроме ресурсов. Вот ресурсы, знаешь, вот это да. Это вот, то есть вот там, допустим, мне давали бы в свое время там с 20 там, лет до 35 эфиры, вот, которые давали некоторым моим коллегам, которые, на мой взгляд, ничем не лучше, а порой и хуже, чем я, то я бы, как артист, реализовался бы гораздо лучше. Понимаешь? Поэтому, ярче был бы, совершенно по другому пути бы пошел. Вот. Но как таковой природе артистической на сегодняшний день я никому не завидую. Из мужчин, тем более, и из женщин. Голоса какие-то есть, кто-то там что-то поет, но я тоже умею петь. Внешность выдающихся никаких нет. Есть симпатичный, но я совершенно не хуже. Понятно, что каждый на вкус и цвет. Кого-то я раздражаю, кому-то и Мадонна не звезда, понимаешь? От этого она не стала меньше ростом и так далее. То есть я уже знаю себе цену. То есть мне всего достаточно. Природа мне все дала. Вот остановиться трудно, а здоровье – это тоже ресурс. Это наш, вот как стакан воды, понимаешь? Каждому, кому поменьше, кому побольше отлито. Но когда мы очень много работаем, мы этот стакан пьем. Так вот и мой финальный вопрос про работу. Когда я, допустим, еду на отдых, на острова какие-нибудь, которые я тоже так же люблю, как и ты, мне пипец, как невозможно отдохнуть. Мы недавно с женой были на Маврикии, я открываю компьютер, говорю, мне надо поработать, я не могу. У меня уже компьютер выключается, представляешь, до жути, у меня просто компьютер выключается, я приезжаю домой, он включается только дома. Вот так вот. У меня каждый отпуск просто компьютер говорит, я не буду тут работать. Чертовщина просто. Наверное, это все-таки что-то такое божественное. Скорее всего, отдыхай. И такая есть проблема у многих людей моего поколения, что невозможно отдохнуть. То есть ты приезжаешь на отпуск, а тебе кажется, ты постоянно в этой гонке. Как ты спокойно и кайфово отдыхаешь? Здрасте. Добрый вечер. Ты чего? Вообще, приехал на отдых, надо расслабляться. Кто-то вино пьет, кто-то магний с витаминами В. Психику надо расслаблять. Если ты чувствуешь, что ты что-то не успеваешь, то это уже надо заниматься именно витамины пить. Какие-то, ж не говорю, там, какие-то серьезные там эти. Но это психика наша, ее надо помогать разгружать. То есть вот не работать, это, давай так закрепим, полезно для человека. Конечно. Это ничего не делание. Вот сейчас такое удовольствие дома лежать, ничего не делать. Просто там
Бывает, что я там копаюсь в телефоне, какие-то ролики смотрю, как все. Но в целом я, если вот на отдых, то я стараюсь вообще телефон даже оставить, пойти в море, там, на пляже полежать без телефона. Мгм. Вот. И ловлю себя на мысли, что мне самое лучшее и кайфный отдых — это когда я вообще не заложник, вот там фотографировать себя, что-то там записывать какие-то эти рилсы. Даже вот это уже, когда мне становится лень делать, значит, этот вот отдых удался. Когда ты, ой, ну сейчас опять вот надо что-то снять, какой-то контент, там, это, чтобы это... Но так не хочется, это ничего, там, это вот все. Так лень, хочется просто поплавать или полежать, там, схожу, там, поем, что-нибудь объемся. Вот. Вот тогда, да, отдых. Конечно, отдых, естественно. Просто, ну, понятно, что мы вынуждены работать, и все. Но, конечно, нужно и отдыхать. И понимать, что вот... Еще раз говорю, наше здоровье — это вот этот стаканчик. Вы можете его израсходовать очень быстро. И потом все, что вы заработали, отдавать на то, чтобы этот стаканчик чуть-чуть наполнить через врачей. Капелькой Да. маленькой, да. За каждую капельку бороться. Поэтому высыпаться надо устроить себе так, чтобы мы могли спать. Некоторые жаворонки встают там в 5 утра. Ну, значит, ложиться надо в 8 вечера. Мгм. Не шляться, не гулять. Все, пришли с работы спать, свой организм любить. Мгм. Вот. Ну и на закуску топ-3 острова. Топ-3 острова. Да, Но первый остров — это Боракай. записывай. Ну, Филиппины, да. Здрасте, Ага. Боракай. Да, второй остров Аруба. Какое-то невероятное впечатление произвел на меня этот остров. Какая-то такая магия, там он такой разный. Где-то вулканическая часть есть, где-то с другой стороны. Красота невероятная, неописуемая. Еще эти, там крутятся эти мельницы ветряные, знаешь, эти генераторы эти, да? Да. Это так смотрится невероятно. Ну и третий остров. Ну, я не знаю, но мне нравится не остров, там Лос-Анджелес я очень люблю. Не знаю. Ну, вот эти два нам уже хватит. Каймановы острова. Вот, Кайманы. Все, чудесно. Это просто как у специалиста. Там Ну, ладно, я побывал, конечно, во многих частях света, но, честно говоря, я бы еще уехал. Чему я сегодня научился у тебя? Первое, я понял. Да, так я же... Научился? Конечно. Ну, Да, ну поболтать просто приятно. я любой подкаст, даже когда смотрю, я его не смотрю, как поболтать. Я порой даже могу с блокнотом сидеть и там что-то себе помечать, потому что я хочу дойти до того, чтобы быть счастливым каждый день. Каждый день улыбаться, каждый день дарить людям радость, себе радость, своей жене радость. В первую очередь, конечно же, себе, а от этого еще больше людям. Я что сегодня услышал, невероятно, вот для меня что было. Это не осуждение, даже если ты прям видишь, что человек, он плох, да, там ничего не хочет, то, что я перестал осуждать. То есть я очень часто там, когда даже с родственниками еще что-то я начинаю накидывать, Оно нас наваливать. тянет, прямо Да, осудить, да, тянет так прям. Но хочется. вы понимаете, что вы можете в этом погрузиться, Да. и прям в этом купаться, а оно совершенно не надо, это надо обходить. По поводу здоровья, я реально не думал о том, что когда я не отдыхаю на отдыхе, то я трачу здоровье. То есть я раньше думал о том, что я, не знаю, там, отстаю от мира, отстаю от какой-то гонки. Я не думал о здоровье. То есть я сейчас буду реально приезжать на отдых и говорить себе, отдых – это не потому, что я сейчас хочу потюленить или еще что-то, а я это делаю для того, чтобы мой стаканчик был полный моего здоровья. Да, это очень важно, это самое главное. Я в который раз убедился, что успешные и богатые люди щедрые. Это 100%. Я доношу это всем. Успешные и богатые люди щедрые. Если человек не щедрый, скорее всего, эта нещедрость потом его приведет куда-то в плохое место. Ну, я имею в виду, там, в плохое место внутри своей головы, а может Нет, быть... я еще убедился в том, что если ты зарабатываешь и отдаешь часть вот на благотворительность, только такая вот не слепая, Мгм. куда-то отдать мошенникам, там, да, которые представились, там очень много аферистов и в разных некрасивых историй я видел. Вот чувствуешь, человеку плохо, вот там бабушка несчастная в магазине, там ее ты не знаешь, там где-то в регионах особенно, вот хочется там ей протянуть это, помочь. Пусть она там сложит эти деньги, но неважно, это ее дело. Ты ей помогаешь, радость вот это в глазах, это вспышка вот этого счастья. Вот. То есть именно вот помогать, и оно вернется еще к тебе. Вот что. Потому что это все видят там. Понимаешь? Ты кайфуешь, когда это делаешь? Да, но я это не снимаю. Я вот стараюсь рассказывать вам, да, там, чтобы брали пример, если кто-то есть возможность. Понятно, что если люди, у которых нету там себе купить конфетку какую-то, да, нету денег, такое бывает. Вот. Но есть те люди, у которых есть возможность, и чтобы они помогали все-таки. Очень много кому можно помочь. Вот. Но опять же, без перебора, потому что есть люди, которые просто наглые, как сказка «Золотой рыбки». Понимаешь, а купи-ка мне квартиру, а то я никогда не заработаю. Ну, я тоже думал, что никогда не заработаю, приехав из Волгограда. Вот, заработал же.
И то, что я еще сегодня подметил, самое для меня такое открытие серьезное, то, что человек может, точнее, человек доказывает мне, что он действительно опытен своей душой, вот когда он знает про законы какие-то вселенной, он думает о том, откуда он, зачем он пришел. То есть это человека начинает тревожить на определенных уровнях развития. Это неизбежно. То есть когда человек, допустим, достигает материальных каких-то благ, славы и тому подобное, он всегда будет думать о том, а для чего, а почему, и интуитивно чувствовать вот эти законы. Не обижать, лучше там, не знаю, не цепляться ни с кем, там, помириться даже с кем, вот, ну, там, когда прям не хочется туда. Потому что у меня тоже была иная ситуация, поругался там с коллегой, и не хочется вообще с ним даже говорить, но я беру и пишу: извини, прошу прощения. Но в ответ я не получил «извини», но я в этот момент понял, что я в этот момент этот урок прошел, потому что я извинился. И вот сегодня я опять же убедился, ты мне напомнил, потому что я иногда такую обиду такую держал, что нужно ее отпускать. Поэтому ты сегодня для меня выступил действительно учителем. В который раз для меня нужно еще доказательство, что успех, слава и деньги – это не от лукавого, а это от высших сил света. Вот так вот я могу сказать. Ну, да, спасибо, конечно, да. А так интересно, конечно, что вот мы все странники, путешественники в этом мире пришли сюда, да, в гости, посмотрели и по разным причинам ушли из этого мира. Хочешь ты этого или нет. Вот поэтому с этим нужно жить и понимать это каждый день, тогда какие-то вещи будут сами собой разрешаться. Вот. Благодарю, Прохор. Мне было дико интересно, дико приятно, и я от чистого сердца желаю тебе, чтобы твой позитив дорос до таких мощей, чтобы ты реально только в кайф в какой-то момент жизни перестал работать, кайфовал. И Домик у моря. Домик у моря. И желаю тебе квартиру. Где у тебя ты хочешь? И на Хилково. На Хилково. Может быть, дай бог, будем соседями. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю про свой закрытый телеграм-канал. Стоит копейки, а пользы, точнее, знаете, не пользы, а вот этого интереса просто килотонна. Если вам прям нравится вся эта тема со вселенной, с душой и тому подобное, и с щепоткой, ну, знаете, я бы сказал, что щепотка прям мощная, нормальных, адекватных знаний о материи, да, то есть про деньги. Я там, кстати, инвестиции свои выкладываю, куда я инвестирую и тому подобное. Очень круто. Ссылка в описании, 1500 рублей в месяц. Благодарю вас, люблю вас. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки мне и Прохору. Пока.